26 января 23 год, вы с Олегом Соскиным. Итак, ночь с 25 на 26 и, собственно, 26 оказались очень тяжелыми для Украины. Как я и прогнозировал, что в случае, если будет принято решение по просьбе Зеленского и нынешних руководителей Украины, все-таки Соединенные Штаты дожмут Германию, и другие европейские страны их дожмут, и будет принято решение, что США поставят Абрамсы, а Германия Леопарды, то Путин ждать не будет, и он будет тогда примет решение о полном уничтожении генерирующих энергетических мощностей, энергетического сектора Украины. Ну и не только его, а и других, так сказать, элементах производственной инфраструктуры и народного хозяйства. Ждать долго не пришлось этого оправдания моего, чтобы этот прогноз сбылся. И сегодня был уже, вчера ночью, и сегодня был этот удар нанесен. Итак, пошли дроны сначала на Киев, на другие города Украины. Говорится о том, что сбито 24 иранских дрона. Сколько их было, пока не говорится. А дальше уже к утру пошли ракеты. Было 55 ракет и сбили 47. Плюс 3 какие-то еще там были керованные. Короче, сбили достаточно много, больше 80%. Но, тем не менее, несколько объектов поражены. То есть, получается, не сбитых 55, 47, 8 ракет. Ну, там, говорят, 3 не попало, непонятно, какие попали, какие не попали. Речь идет о том, что поражены несколько объектов, а произошли уже аварийные отключения. Киевская область, Киев, Одесская, Винницкая область. Юг Украины, юго-запад Украины, центральные регионы и так далее, и так далее, и так далее. То есть враг выполняет свою генеральную стратегическую задачу уничтожить электрическую систему, электросистему, энергетическую систему Украины. И он с этим, надо прямо сказать, успешно справляется. Это была 13-я ракетная атака на Украину где-то с 10 октября и 15-я атака иранскими дронами. Практика показала, что до сегодняшнего дня, это заявления, собственно, были уже всех этих наших украинских, так сказать, можновладцев и энергетиков, что уже до сегодняшнего дня, до 26-го уже было уничтожено больше 50% всех энергомощностей, генерирующих и прочих там систем в Украине. В некоторые электростанции, подстанции уже по несколько попаданий было. Реально говорит, что где-то оставалось на этот день 40%. После сегодняшнего удара, я думаю, останется максимум 30% генерирующих мощностей. Можно ожидать, что мы движемся к периоду, когда практически электричество исчезнет с больших городов. То есть его просто не будет. Осталось, еще 1-2 атаки будет. То есть они сегодня провели мощнейшую атаку, конечно, но это подготовительная, будет еще. Надо полагать, что Путиным поставлена задача вот этим всем своим бандитам до 1 февраля, там где-то так, до начала февраля получается. То есть, если мы имеем 26-е, это пятница января, 27-е, суббота, 28-го, 29-го, скорее всего, вот в эти дни будут наноситься еще ракетные и дроновые атаки. И я думаю, что к 30 января, к 1, скажем, к 1 февраля практически вся система, где-то от 70 до
85% энергосистемы, электрической системы Украины будет уничтожена. Естественно, что после этого города погрузятся в темноту. Это реальность, это надо понимать. Ну, понятно, что при власти стоят клоуны, там, ларечники и прочее, так сказать, дребедень богемно-театральная, карнавальная. Они этого всего не понимают. Запад, он просто в этом плане тоже абсолютно некомпетентен. Вот. Их это все устраивает, у них же все хорошо, это ж не их электростанции бомбят, не их трансформаторные подстанции там, и прочую энергетическую систему. Это Украина, это украинское население, ну, так а им что? Это хорошо, они выигрывают время, у них инфляция, там, девальвация, ну и что, в принципе, особенно никто и не напрягается. Но надо говорить следующее, что Путин сделал паузу, и понятно, я уже об этом говорил, что от Эрдоган передал ультиматум Зеленскому от Путина, что или прекращаем огонь и, так сказать, гуманитарные коридоры делаем, ну и что-то там говорим. Но главное, чтобы, то есть на той линии фронта, которая есть. Поскольку Зеленский и его люди отказались это делать, то Путин перешел к самым решительным действиям. То есть он пошел на добивание Украины. Как известно, захвачен российскими врагами Солидар. Идет наступление на Угледар, полуокружен Бахмут. То есть практически Российская Федерация не отступает. И украинская армия несет колоссальные потери. Власть врет наглым образом, не называет эти потери. Сколько десятков тысяч уже ушли в мир иной, и сколько десятков тысяч уже стали инвалидами. Города каждый день разрушаются, уничтожаются под корень. Народ с Украины бежит. Мужчин отлавливают по всей Украине. По сравнению с мобилизацией в Российской Федерации, то, что сейчас в Украине происходит, это просто геноцид по отношению к мужчинам. Их просто отлавливают и не дают выезжать. То есть Украина, Зеленский и его бригада, кланово-корпоративная группа, которая захватила государство, они по сути осуществляют массовый геноцид. Украина превращена в концлагерь. Экономическая катастрофа, еще раз подчеркиваю. Гривня каждый день обесценивается, это вы сами видите, по курсу к евро, гривне и к доллару. Все время идет обесценение. Бюджета уже доходной части практически нет. Все в основном держится только на кредитах и донатах от Запада. Ну и ситуация будет каждый день ухудшаться. Хотя пообещали они эти танки. 31 танк США пообещала этих Дугласов. Ну и соответственно где-то 100-150 танков Леопардов наберут. Но это все появится где-то только в лучшем случае станет реальностью в конце марта. А сегодня январь. То есть февраль-март, может и апрель. Это ж надо дожить еще. Плюс патриоты появятся не раньше апреля месяца. Не раньше. F-16 вообще не дают самолетов. Ну и самое главное, не дают оружия дальнобойного, ракетного от 100 километров и дальше. Вот это самое главное. То есть пока это все начнется, уже ничего не надо давать будет, потому что уже в Украине будет все разрушено. Февраль-март, ну давайте реально говорить, при такой ситуации, как продержаться.
Еще будут морозы, они должны быть, январские еще будут, февральские морозы большие обязательно будут, могут быть мартовские морозы. То есть я выскажу такую точку зрения, версию, что где-то к началу февраля уже окончательно будет добита, как я вам сказал, электрическая и энергетическая система. Ну, чтобы вы понимали, простой народ, который живет вот разными там телемарафонами и прочими глупостями, которые псевдо-всякие эксперты высказывают, там, и всякие так называемые правительственные речники и прочее там фуфло безграмотное. Вот понимаете так, то есть если отбросить ура-патриотизм, вот эту всю шелуху фейерверочную, да, салютную, осмотреть суть вопроса, то где-то вот если еще таких вот как сегодня ударов ракетно-дроновых будет, до конца января еще таких 2 удара, ну и где-то может в начале февраля еще, так сказать, контрольные выстрелы в голову. То есть где-то максимум к 10 февраля все уже, это в лучшем случае, а в худшем еще раньше. Города будут без электричества, все будет без электричества. А раз нет электричества, нет тепла, нет, предприятия все остановятся. Это те, что хлеб пекут, молочные фермы, молокозаводы, ну, вся пищевая промышленность, переработка сельхозпродукции, холодильники, ну, все остановится. Ну, генераторы, все мне там пишут некоторые, ой, генераторы. Ну, во-первых, генераторы должны, их быть, в общем-то, их должны быть десятки тысяч тогда. И они все, как известно, работают на нефтепродуктах. Поэтому надо солярка, дизель, бензин и все остальное. Его надо завозить. Естественно, это надо где-то искать. Ну, я не знаю, как железные дороги смогут, на чем они будут ездить. Разве что паровозы расконсервируют. Вот, это реальность. Но электричество не будет тяги. Электротранспорт весь остановится. В метро Днепропетровске, Харькове, в Киеве метро остановится. Вот, трамваи во Львове остановятся, троллейбусы, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну не только, везде, где это все, что есть. Тогда надо огромные получить объемы горючего. Ну, горюче-смазочных и прочих материалов, техобслуживания и так далее. Но его надо закупать, оно очень дорогое. В среднем сегодня вот 95-й, в Европе меньше 1,6 евро за литр не стоит. А так и до 2 и больше. То есть где его брать? Где деньги такие брать? Денег же нет. Нацбанк справляется еле-еле, да вообще он не справляется. То есть это все, Минфин уже горит ярким пламенем. Они не могут обслуживать внутренние долговые обязательства, потому что нельзя, как гасить облигации под 14,5, 19 и даже больше 19,75 годовых процента. Как их гасить? Чем их гасить? Где бы деньги брать для этого? Поэтому, ребята, мальчики, девочки, вы очнитесь немножко. И, так сказать, раздвиньте этот туман желто-зеленый ура патриотизма. Постарайтесь его как-то от него избавить, ну, если можете, конечно, если в состоянии. То есть сегодня произошло то, о чем я вас всех предупреждал уже последний где-то больше месяца, что если Зеленский, это его бригада, принимает решение идти на обострение ситуации, то, соответственно, будет полная катастрофа для гражданского населения Украины и для ее народного хозяйственного комплекса. Решение то еще, понимаете, оно такое хитро-половинчатое. То есть, если принято решение продолжать войну за счет Украины, украинских мужчин, украинских женщин, уничтожения экономики, геноцида, чтобы в Украине никто не рождался, славяне, русичи, христиане,
вот, принято такое, видимо, решение, то, ну, тогда, наверное, надо наступать на другую, вражескую сторону. Но Зеленский сказал, что он наступать на Беларусь как союзника, ну и, собственно, Беларусь это колония Российской империи, он не будет. То есть он, Лукашенко, боится как огня. Поэтому мы должны говорить о том, что раз на Российскую Федерацию он тоже не будет нападать, ну не нападать, а двигаться, чтобы защитить украинскую территорию, надо и двигаться на вражескую территорию, иначе невозможно. Он этого делать не будет. Раз он этого делать не будет, значит украинская территория будет дальше уничтожаться. Если сейчас они не жалеют, Путин абсолютно этих людей не жалеет, ну, люди там тоже такие тупые, ну, что сделаешь. Это биороботы. На территории Российской Федерации там живут биороботы. Им себя не жалко, поэтому они других не жалеют. То есть их там в районе вот этого Солидара каждый день лупят на тот свет, отправляют от 600 до 800 человек, а раненых там вообще. Ну и что? То есть им это все равно, потому что Путин нагнал столько мяса, и это мясо абсолютно безропотно идет на убиение, на гибель. И ситуация там не изменится. Вот эти, так сказать, выдумки, фантазмы там, этих, некоторых там оставшихся в офисе Ермака, вот, потому что это офис Ермака, Зеленский, это не Зеленский, это офис не президента, это офис Ермака. Сегодня Ермак руководит страной, понимаете? Кто такой Ермак? Кто его выбирал? Кто его давал ему такие безумные полномочия? Это полный крах украинской конституции и народовластия. Ну, как бы всех это устраивает. Всех people, биомассу это все устраивает. Ну что ж, значит, будете тогда дальше это терпеть. Раз вы не хотите защищать свои права по Конституции, 5 статья Конституции, раз вы не хотите, и дальше идут статьи прямого действия, значит, будут вас уничтожать. Козлы-провокаторы будут вас, и кабаны эти все грязные, вести вас на убой. Ну, значит, народу это нравится, терпите дальше. То есть, практически решение принято, что Украина будет тем, так расходным материалом, украинский народ и украинский народно-хозяйственный комплекс, который должен удержать вот этого российского людоеда, каннибалов этих, орду. То есть практически Украина держит вот эту орду саранчи. Каннибалов, людоедов, вот этих, собственно, андрофагов. То есть за счет Украины европейские страны, они хотят выдержать вот эту навалу. Ну так уже было, когда была Хазарско-Тюркская орда, уничтожила Киевскую Русь. Такое уже было. Сейчас практически это повторяется. Ну, то, что он долбанутый Путин на всю голову, это понятно, и у него такое же окружение. Но нам от этого всем что? Не легче. А Зеленский, он практически устанавливает диктатуру и хочет уничтожить украинскую нацию. По-другому я никак не могу это объяснить. Если кто-то мне может объяснить по-другому, объясните. На фронте сегодня гибнут и становятся инвалидами сотни тысяч украинцев, именно харизматов, пассионариев. От них уже не будет потомства, их роды будут уничтожены, все. Если в этом состоит генеральная задача, ну, Зеленский должен это сказать. А как? Как-то поиначе вы видите. Поэтому вот такой я вам бы сделал прогноз. Поэтому в Киеве, в Одессе, в Николаеве, в Херсоне, в Запорожье, в Харькове, Кривом Роге, Днепре и в других этих всех городах не сидите. Абсолютно. Закарпатье, раз мужчины выехать не можете, Закарпатье, Ивано-Франковщина, Черновцы, все, что рядом с границей, оно так или иначе туда еще не придет. Ну, а потом где-то, я так понимаю, наступает критический момент,
и начнутся массовые выступления внутри страны против геноцидного массового убийства, которое Зеленский, слуги народа, организовывают вместе с своими мировой закулисов хозяев и, соответственно, кагибистским отродьем Галушки этого Могилевича против украинцев. Но если я не прав, скажите мне, пишите в комментариях. Но пока сбылось все, что я вам рассказывал, все сбывается. Все, Путин перешел, у него планка уже окончательно крыша поехала, он перешел в открытую фазу геноцида по уничтожению Украины. После того, как выделены Абрамсы, Леопарды и прочая техника. Но чтобы она сюда пришла и была задействована, надо ждать минимум еще до 3 месяцев. То есть январь, конец, еще почти неделя, февраль, март, еще, может и апрель. Ну а 100 дней кто выдержит? Кто выдержит? Я думаю, будет до конца января должны быть удары по центрам принятия решения в городе Киеве. А дальше смотрите, как во Франции пала директория, когда был разрушен центр управления, как разрушилась армия Российской империи, когда бы царь ушел, ну ему сделали, так сказать, отречение от престола, и была разрушена Верховная Ставка, главнокомандующий и так далее. Это все уже было. Это все было в других примерах, в других странах. Наполеона, военные походы читайте, там очень много интересного. Так что это все только начинается, все только начинается. Вы с Олегом Соскиным, спасибо за поддержку канала. Продолжайте это делать, всем благодарен я за это. Ну и подписываемся дальше, растем потихоньку. Всего доброго, до новых встреч.